Вот вам пример. В предыдущем видео я рассказывал о том, что нужно делать для того, чтобы не было незаконных рубок. И вот вам пример того, как я действовал, находясь еще в России. В 2021 году в конце и в 2022 году в начале ко мне обратились жители поселка, поселка, наверное, Безымянный. Есть такой в Горячем Ключе. Очень интересное место. Находится в стороне от дороги М4 Дон. Если ехать на указатель Фанагорийская, то будет поворот налево. Есть станция Фанагорийская железной дороги и, соответственно, вот поселок Безымянный рядом с этой станцией. Вроде бы и железная дорога рядом проходит, и автомобильная дорога не так уж далеко, но место это такое под горой, вдали от цивилизации, я бы сказал. Очень красивой такой долине реки Псикупс находится. Чистый воздух, там прекрасное место для отдыха. Сотовая связь плохо ловит, там зимой снегом засыпает. Ну, в общем, рай для тех, кто собирается пережить ядерную войну. Там уже практически все готово к выживанию. Много-много раз туда ездил на машине с семьей. Так вот, подпишитесь на меня, поставьте мне лайк и напишите комментарий к этому видео. Таким образом вы поддерживаете канал. А если вы еще и перейдете на Patreon, на Boosty, через VPN подключитесь к Buy Me Coffee и задонатите мне, то поддержите мою жизнь в Испании. Еще будучи в России, но уже будучи журналистом, ко мне обращаются жители поселка Безымянный. У них такая история. Семья вмешалась в ситуацию, вначале один человек, потом еще несколько, в ситуацию с тем, что некий житель Москвы, который купил большой участок земли в поселке Безымянный под Горячим Ключом, выгуливал своих собак без поводка и без ошейника и без намордника. Сделали замечание человеку по поводу этой собаки. Дальше пошло слово за слово. И одного из тех, кто сделал замечание, местных жителей, его москвичи условные, со слов этих людей, его москвичи избили. Приезжала полиция, были написаны заявления всеми сторонами, и теми, кто избивал, и теми, кто избил. И дальше началась бюрократическая тягомотина. Полицейские отказывались предоставлять право знакомиться с материалами уголовного дела, или вернее предварительной проверкой перед уголовным делом. Судмедэксперт Горячего Ключа отказывался давать заключение о нанесенных побоях. Ну, в общем, начали то, что называется, заметать эту ситуацию под ковер. Я несколько раз встречался с этими пострадавшими, беседовал с ними, знакомился с материалами, потом подсказывал им, как написать жалобы лучше. Все это я делал совершенно бесплатно, просто как часть журналистского расследования. И сам ездил в судмедэкспертизу, хотел побеседовать с судмедэкспертом. У него очень забавно в этом морге, он находится, судмедэксперт Горячего Ключа, рядом с районной больницей на горе. В морг вход свободный, я видел людей в окровавленных фартуках. То есть зайти туда ты можешь легко с улицы, без всяких пропусков, но при этом все здание внутри обклеено уведомлениями: съемка запрещена, запрещена аудиозапись и все такое. Все эти сообщения, конечно, незаконны. В общественном месте вы можете совершенно спокойно снимать действия должностных лиц. Морг
поскольку это не какой-то режимный объект. Ну, в самом, там, где вот разделывают трупы, вряд ли, наверное, можно снимать, но уж действия живых людей точно можете снимать. Все это незаконно, то, что там наклеено. Что аудиозапись запрещена, видеозапись запрещена. Это я уже разбирал. Так вот, я не нашел судмедэксперта, написал журналистские запросы. Мне отвечали на эти запросы по поводу действия и бездействия судмедэксперта. В общем, то, что обратившиеся ко мне в общении с полицией сказали, что нашим случаем заинтересовался журналист Андрей Панюшкин, подтолкнуло ситуацию, и мои запросы, соответственно, тоже в судмедэкспертизу в Краснодар, подтолкнуло ситуацию к тому, что жителям пострадавшим, начали выдавать какие-то справки, выписки и так далее. Но, к сожалению, не могу сказать, чем ситуация закончилась, потому что через какое-то время, когда с мертвой точки мне удалось сдвинуть вот этот вот полицейский беспредел, пострадавшие перестали ко мне обращаться за консультациями. Ну, а у меня завертелось вот это вот дело с систематическим сливом фекальных вод, фекальных, значит, стоков из канализации в реку Псикупс. И, честно говоря, я потерял фокус внимания. Но я знаю точно, что я помог одной семье жителей поселка Безымянный в Горячем Ключе отстоять свои гражданские права, чем я горжусь. Подпишитесь, поставьте мне лайк, чтобы тоже поддержать меня. Напишите комментарий. Спасибо.